Работая дальнобойщиком, каждый из нас рассчитывает, что его железный конь не подведет и прослужит долго, что мотор трака не поломается где-то в техасских прериях или на перевале в Монтане. С первой моей фурой беда пришла через 9 месяцев после покупки. Опыта у меня тогда было немного, и на День независимости 4 июля 2015 года мотор у меня стуканул в Северной Дакоте. 20 тысяч долларов на ремонт у меня не было, потому что все сбережения ушли на покупку моего второго трака. Там и пришлось продать свою фуру, буквально за гроши. Научный горьким опытом, я тщательно следил за его состоянием. Любые недочеты в работе двигателя или ходовой устранял моментально. И, конечно, стояла задача максимально продлить жизнь двигателю. Пробовал некоторые стандартные присадки. Все они работали неплохо, но часто слышал про чудо-средство «Хадо». В сказки я не верю, поэтому пропустил эту информацию мимо ушей, пока уже даже самые близкие коллеги не прожужжали все уши про «Хадо». В конце концов, я залил ревитализант «Хадо» и был поражен результатом. Я решил подробнее узнать, что такое «Хадо», и поделиться этой информацией с вами. Я, значит, проехал 60 тысяч миль. Это получается 100 тысяч километров. Не знаю, хочу вот добавить еще раз. Мне нравится. Мне понравился в первую очередь после того, как я залил. Полностью изменился тайминг зажигания. Он стал такой мягкий, он стал очень хорошо работать. И он какой-то такой правильный, сочный звук у него стал. Почему Ксада, а не Хадо в Америке называют этот продукт? Насколько я знаю, в России и в Украине изначальное название Хадо. Как так? Хадо изначально называется, это сокращение от двух слов. Харьковский дом, Хадо. То есть, получается, мы видим сейчас название, это буквы кириллицы, но стилизованы под латинский алфавит. Да. Мы запатентовали, изобрели, назвали его ревитализант. Что значит ревитализант? Это какое-то сложное название. Название ревитализант, да, мы можем перевести как возвращение к жизни с латинского языка. Добавляя, скажем так, этот продукт к изношенным деталям, механизмам в двигатель трака, в трансмиссию, и, соответственно, через время это образуется металлокерамическое покрытие на изношенных деталях и механизмах. Чем человек больше понимает про технику, тем ему тяжелее доказать, что оно творит такие вещи. А я когда сам попробовал Ксаду в 2001 году, это была малюсенькая баночка, там был порошочек, вообще порошочек. Это было одни из первых этих самых изготовлений. Я был в шоке, у меня был такой Ford Escort, ему там мама мия, сколько майлов, да, весь дымел, пыхтел и тому подобное. Я обработал Ксаду, и я залил его утром, а вечером я увидел, что он перестал мне дымить и начал тянуть, я был шокирован. То есть после определенного срока службы двигателя образовываются различного рода бровки, канавки. Я так понимаю, что продукция Ксада, она просто-напросто штукатурит эти бровки и канавки. Можно сказать, да, по-простому, да. И восстанавливаются геометрические размеры изношенных деталей механизма вплоть до заводских, что в свою очередь способствует повышению компрессии, если мы говорим про двигатель. Ну и, соответственно, расход. Расход топлива уменьшается, безусловно, увеличивается приемистость, мощность двигателя и тому подобные все вещи. Я сейчас как бы второй раз залью, и там мне уже будет точно понятно. Я уже вскрою крышку клапанов, я просто ногтем почувствую. Если пропадет, то что, с меня только видосик, и все, еще один очередной. Ваш двигатель, условно говорим, находится под защитой 60 тысяч миль. Чем сильнее изношен, скажем так, цилиндропоршневая группа, да, тем больше времени требуется, чтобы металлокерамическое покрытие сформировалось и непосредственно восстановилось до заводских параметров или приближенных к ним. Значит, с этой первой бутылки, может, не хватает материала покрыть большие все износы в моторе. Да, вот сейчас, а когда ты второй раз заливаешь, уже тогда ты резко чувствуешь уже разницу. Тише, ровнее.
соображать. И автоматически это расход, это тяга в дороге и всякое Попробуем, зальем вторую бутылку. 60 тысяч миль, 100 тысяч километров. Вот именно эту баночку я заливал. Правда, еще до этого мне механик посоветовал залить Для очистки, флаш, Extreme Flash. да, Вот. для очистки вы заливали, я так думаю, что Extreme Flash. Что он дает? Вот это? Это очистка масляной системы двигателя, нагар и так дальше. Это все оттуда вычищается. После этого идет обработка непосредственно продуктом максимум. Она состоит из 3 компонентов. Это агент скольжения, который улучшает трение масла, сам непосредственно гель-ревитализант и, соответственно, сам кондиционер металла, который образует, скажем так, масляную пленку, да, на изношенных деталях механизма, что способствует менее изнашиваемости данных деталей механизма. Хорошо ее размешать. И вот здесь вот такие вот есть, как бы, такие гранулы. Это вот они размешиваются в масле. Они когда попадают на горячий металл, они мигом тают, мигом. И они не забьет, ничего плохого, они не надо бояться. Да. Она такая раз, и она покрывает вот все царапины, все, что есть, это вот, Все вот это износы. вещество. Так что мы его сейчас заливаем. Но только осторожно, на рабочем моторе надо заливать очень медленно. Медленно. Очень медленно. Если ты зальешь полную лейку, он тебе выплюнет, так как мотор дышит. Ну да. Очень по краю. Чтобы не закрыла эта присадка, чтобы не закрыла дырку и осталось дышать мотор. Такое сопло. Да-да-да, вот такой струей и заливаешь этот весь материал. Остаются эти гранулы, это надо... И в банке много этих гранул. Надо залить масло, закрыть, хорошенько стрясти, чтобы прополоскать и залить в мотор, чтобы не остались это самое. Половинку. Я думаю, хватит. Видишь, чуть-чуть осталось, но это ерунда. Час, и он уже будет звук совсем другой, и все будет другое. Час двигатель должен работать, да? Ну, как бы, вообще лучше ехать. Должен работать. Да. И минуты 10-15 должен работать. На повышенных оборотах, то есть в движении или может стоять? Лучше, чтобы он постоял 10-15 минут, чтобы поработал, а потом ехать не меньше майлов 50, чтобы он хорошо размешался в моторе. А потом можно Залили, 15 минут трак работает на холостых, Да. и потом едем немножко как минимум проехать, час. минимум майлов 50, чтобы он в моторе хорошо размешался. Вот она, Ксада. Это идет для коробки для мостов. Это я купил еще в феврале месяце. Просто вожу с собой, хочу поменять в мостах сначала себе масло, а потом уже залью Ксаду. Ну, я поражен объемом, если честно, потому что я думал, это буквально так что-то местечковое, а тут оказывается огромные складские помещения, вот я смотрю, рабочие упаковывают, что-то сортируют, Стараемся. что-то делают. Безусловно, это, скажем, только начало, потому что как бы, мы на этапе становления, да, этапе укрепления позиций, этапе расширения географии, да, поставок по Америке. Вот, поэтому будет все гораздо больше. У меня есть сейчас анализ, как раз залили на 900 тысяч, залили Ксаду ему в мотор. До этого он делал лабораторные анализы used oil, использованного в масло, на 788, на 810 тысяч, уже черные, уже перевышали все допустимые нормы. Значит, мотор изнашивается, сильный износ, уже пахнет ребилтом, да? На 900 тысяч мы залили ему Ксаду. На лимон 57 тысяч он сдал южное масло на ту же самую лабораторию. Ему позвонил даже не один там сотрудник лаборатории, и его спросили, говорит, почему ты не апдейтовал своего файла? Ты поменял трака, ты обязан был внести в свой файл ВИН-номер другой, трак, модель, изготовитель, год, всякое такое. Он говорит, я не менял трака.
А те бьются в грудь, говорит, никакой ремонт не мог дать тебе такого эффекта, что мотор настолько становился изнашиваться, где вот медь, капер, это самое превышало на несколько раз нормальную норму, а вот на 1 057 000 это все исчезло, где было 7, где было 6, а тут осталась единица. Где было 38, 21, а тут осталась двойка, они все в шоке, говорит, никакой ремонт не мог этого дать. И когда он объяснил, что на 900 000 я залил к саду, то они стали расспрашивать, это что это такое. Глобальное отличие в том, что, используя этот продукт, мы гарантируем, что на 60 000 миль пробега полная защита непосредственно, если мы обрабатываем двигатель, да, если там трансмиссионный блок и так дальше. То есть этого еще не добился ни один производитель, скажем, продукции, так как, ну, если мы можем сказать, аналогично. Надо заливать, пока еще агрегат не сломан. Если ты успел залить, когда у тебя нормальной ситуации механизм, это продлит жизнь много раз. Сегодня мы рассказали вам о свойствах атомарного кондиционера с ревитализантом «Максимум» для дизельных траков, который повышает мощность и приемистость двигателя, улучшает смазывающие свойства масла, снижает уровень шумов и вибрации, повышает давление в маслосистеме и выравнивает компрессию в цилиндрах, снижает расход топлива, восстанавливает изношенные детали двигателя. Если вы владелец трака, рекомендую поближе познакомиться с продукцией Hada. Узнать подробнее о свойствах ревитализанта и о всей линейке Hada вы можете на сайте hado.us. Если вы находитесь в США, то для вас есть специальное предложение. Сделав покупку по промокоду YouTube, вы получите 20% скидку на продукцию Hado и бесплатную доставку по Америке. Продукция Hada предназначена не только для тяжелой техники, но и для легковых автомобилей, мотоциклов, велосипедов и даже для ухода за оружием. Внимательно прочитайте на сайте информацию о том, в каких случаях использовать продукт Hado и как правильно его применять. И не забудьте, что на сайте hado.us вы можете получить 20% скидки и бесплатную доставку по промокоду YouTube.